Привет, друзья! Добро пожаловать в бомж-студию Акернул, Артема Кернеля. У меня вот, не обращайте внимания, это лофт дизайн, и на самом деле сейчас это очень модно. То есть, если у вас осталась квартира от бабушки, дедушки, допустим, вы можете там не делать ремонт, вы просто поменяете немножко мебель, раскидаете ее как вам удобно, и вы получите максимальный результат. Это как сейчас, например, вы видите, наверное, да, что школьники носят, например, штаны вот от щиколотки вот на таком расстоянии, да. Сейчас это модно. Это в наше время надо было их подгибать, подшивать для того, чтобы потом, ну, покупали же на вырос, да, и, соответственно, потом, соответственно, нужно было опускать, снова подшивать, и потом уже до конца, пока штаны уже снова не станут малы, и покупать снова новые, снова подгибать, снова подшивать, и, в общем, круговорот штанов в природе. Добро пожаловать на мой канал. Если вы уже подписаны на канал, то, скорее всего, уже видели обзор аэрогриля Xiaomi. Сегодня мы будем делать обзор на Redmond скороварка мультиварка RMC P350, где заявлено 14 автоматических программ. И если вы не подписаны на канал, подписывайтесь и давайте посмотрим, что из себя представляет данный аппарат. Так, книжечка сервисная не нужна. Питальничек. Та-да-дам! Итак, посмотрим. Все на русском языке. Можно готовить хлеб, йогурт, тесто, тушение, холодец, детское питание, жарка, фритюр, молочная каша, сыр, круп, выпечка, плов, томление и варка. Шикарно. Так, ну давайте попробуем. Да, я забыл. Приготовление 3 раза быстрее, чем на плите, в 2 раза быстрее, чем на обычной мультиварке. 14 автоматических программ и антипригарное покрытие. Ага, все-таки нам впихнули эту книжечку. В подарок нам дают вот такую книгу рецептов. Очень красиво. Но все то же самое можно найти в интернете. Ложечка. Ну, я бы не стал этим пользоваться, потому что будет портить тефлоновое покрытие. Мерный стаканчик, ну и всякие разные приблуды для приготовления. И сама чаша. Замечательно. Она уже как будто царапанная. Ну, главное внутри. Все идеально, все хорошо. Проблем никаких нет. Ну и теперь попробуем включить, что здесь у нас есть. Здесь это не сенсорное, соответственно, для того, чтобы пользоваться, надо нажать ОК. Затем видите, что здесь хлеб, и он подбирает вам время. И, соответственно, крутим на пару, экспресс, суп, варка, томление, плов, смотрите по времени, выпечка, йогурт, тесто, тушенка, детское питание, жарка, фритюр, молочная каша и рис. И, соответственно, здесь он выбирает по давлению, то есть тушение и холодец повышенное давление, потом если что он будет спускать воздух, точнее пар, будет спускать пар. Так, выпечка, плов тоже повышенное, быстрее будет готовить. Это у нас получается 20 минут. Томление на час, варка 10 минут, суп 20 минут, экспресс непонятно, но, наверное, быстро просто будет что-то делать. На пару 10 минут при полном давлении и хлеб аж на 3 часа. Посмотрим, что есть в приложении. Итак, давайте посмотрим приложение Redmond Chef, которое, собственно, предлагает нам производитель скачать по QR-коду, который расположен на коробке данного нашего девайса. И, в общем, здесь много-много всего есть, но это все вряд ли нам подойдет. Значит, для того, чтобы нам начать работу с данной мультиваркой, я думаю, надо будет добавить устройство. Затем нам нужно выбрать, что у нас за устройство. Мультиварка, да, аэрогриль, гриль, йогуртница, много чего есть, а мультиварка и скороварки такой нет, значит, все-таки это просто мультиварка. Так,
И здесь у нас ее сразу мы не находим. Много всего производит организация, конечно. Давайте посмотрим в поиске. P350. Вот, RMC P350. Как раз таки она. Так, отлично. Девайс добавлен. Так, и мы нажимаем на него. Да, и сразу видим категории. Вот, собственно, что может, что не может. Все это дело меняется. Понятно. Так, что у нас здесь? Категории: заготовки и маринады, напитки, детское меню, выпечка, хлеб, десерты, молочные продукты, соусы и кремы, закуски, салаты, каши, гарниры, вторые блюда, первые блюда. Вот первое блюдо. Суп-пюре тыквенный. 45 минут всего. Нарезали, нашинковали, забросили, установили программу суп. Для приготовления потребуется 15 минут. Готовить до окончания программы. Шикарно. Ну, единственное, что в пюре, наверное, вряд ли он сам превращает. Ну, интересно. Так, и вот. Так, нам потребуется солянка. Собственно, я на самом деле уже смотрел это приложение, конечно же, добавлял его в избранное. То есть мы можем его добавить в избранное. Смотрим, 25 минут нам потребуется на приготовление. Собственно, установить программу суп. Время приготовления 15 минут, давление 2. Готовить до окончания программы. Угу, замечательно. Идем дальше. Я тут еще добавил борщ. И, собственно, тоже добавил его в избранное. Готовится всего 25 минут на той же программе суп. Далее здесь есть еще уха, суп грибной, щи, харчо, рассольник. В общем, самое-самое, что ни на есть, все замечательно. Итак, мы посмотрели эту категорию. Дальше что у нас? Подборки. Ну, в подборках все очень круто. Блюдо с авокадо, лисички, видимо, жарятся с картофелем. Приготовление всего 10 минут на программе тушения. Так, шарлотка, праздничное блюдо, пожалуйста, вот. Так, перепелки жареные. Видите, красота какая, такие. Так, увеличить нельзя изображение, ну, в принципе, и так видно. На программе жарко. Идем назад. Так, приемы пищи. Ужин, обед, завтрак. Ну, хорошо. Допустим, нам нужен завтрак. Вот мы проснулись, и мы хотим приготовить что-нибудь быстрое. Не то чтобы съедобное, а чтобы как-то это было все-таки... Чтобы это было насыщенно, что ли. Опа, каша геркулесовая на молоке. Так, приготовление 20 минут. Ну, по правде говоря, ее можно и в кастрюльке приготовить. Устанавливается программа «Молочная каша». Хорошо. Так, что у нас идет дальше? Допустим, мы можем воспользоваться поиском. Ну, например, вот мы сейчас будем готовить солянку. Солянка. Вот, пожалуйста. Так, это у нас избранное что, поиска? Интересно. Так. Искать рецепт. Ну, видимо, да. В общем, используйте поиск для того, чтобы найти то, что вам нужно. По сути, основные блюда есть. Ну, лосось в фольге. Было бы, конечно, замечательно все-таки, чтобы здесь было какое-то превью. Но я думаю, что проще зайти в YouTube, допустим, да, и посмотреть там, как приготовить. Так, избранное, пожалуйста, вот у нас все остальные рецепты или все рецепты, пожалуйста, мы можем, не понимаем, могу добавить, я и так добавлял, и борщ, и солянку, ладно. Ну, в общем, есть, вот это избранное. В настройках у нас нет ничего интересного, кроме того, как, допустим, добавить устройство, которое мы сейчас уже добавили. Технической поддержки, возможно, какие-то проблемы. В профилях, в настройке нет ничего интересного. Ну что, все готово к нашему приготовлению. Все ингредиенты готовы. Будем закидывать. Для приготовления мы берем рецепт из Redmond Chef. Устанавливаем программу жарко. Для того, чтобы нам приготовить, нужно сначала произвести обжарку. Соответственно, нажимаем
Окей. Затем ставим на жарку. Теперь нам нужно залить масло. Затем, после начала обратного отсчета, выложить лук, морковь, соленые огурцы, колбаски. Пусть будут эти. Затем вот эти, теперь вот эти и теперь бекон. Томатную пасту. Томатная паста у меня в таком виде. Затем все перемешать. Буду использовать силиконовую, дабы сохранить тефлоновое покрытие. В инструкции указано, что нужно включить 10 минут обжарку, затем все основное закинуть и с открытой крышкой пережаривать. Собственно, что я и сделал. И пользуясь случаем, хочу попросить дорогих разработчиков Redmond, которые сделали приложение удивительно странно. Дело в том, что есть приложение в App Store для яблока, и оно открывается очень хорошо, большое, шикарно. И здесь написано, что компания Redmond постоянно развивается и обновляется. Мы разработали новое приложение с рецептами Redmond Chef. Ну, соответственно, мы открываем приложение Redmond Chef, и что мы видим? А для планшета можно было сделать? Неудобно. Пока готовится солянка, просматриваю, что есть книги. Ну и, соответственно, оглавление, реклама и технические параметры и характеристики данного нашего девайса. Что в нем есть? Собственно, это то, что мы с вами смотрели дополнительно. Ну и, соответственно, всякие предосторожности, куча рецептов, страницы о стерилизации, пастеризации, подогрев детского питания и, немаловажное, для тех, кто хочет похудеть, таблица калорийности, какие продукты, сколько у них БЖ, УК калорий и так далее, так далее, так далее. Ну и для заметок, если они кому-то нужны. Так, у нас все пережарилось, добавляем воду. Советую 2 литра. Затем добавляем оливки и немного рассольчику. Перемешаем. И, конечно же, картофель, который у нас уже заждался. Закрываем крышкой. Время показывает плохо из-за 60 кадров в секунду, поэтому начну я заново. Так, после жарки нажимаем отмену, нажимаем ОК, ставим на суп, ставим время. Вот его можно здесь менять. И устанавливаем, сколько нам нужно, 20 или 30 минут. Затем нажимаем старт. Приготовление пошло. Вот у нас осталось уже 5 минут. У нас ничего не выходило. Вот это вот выдавлено, потому что там давление создано. Ждем еще 5 минуточек, и супчик должен быть готов. Вот у нас все готово. Теперь его слышно кипит. Так, пар весь вышел. Теперь можно открывать. Ух ты, какая красота! Посмотрим. Вау! Я закину немножко лимона и дам ему немножко настояться. Итак, я думаю, уже настоялся. Так. Попробуем. Вот я сделал небольшой обзор, распаковали, посмотрели. Единственный момент, конечно, если делать постоянно, то это будет уже легче. Дело в том, что у меня время не отсчитывалось назад, и, соответственно, я просто неправильно выставил программу. Просто надо нажимать время, если больше, меньше. Если нет, то просто старт, и оно все пошло. Значит, перед приготовлением нужно все-таки нажимать, чтобы опустилась вот этот штуцер, который выпускает пар. И в конце, собственно, его поднимать для того, чтобы все давление вышло. Было очень страшно выпускать пар, потому что давление было очень большое. Вы видели, как оно пошло вверх. Очень страшно. Итак, как всегда, отдегустируем, как получился у нас
Супчик. Вы знаете, я думал, будет труднее. Очень вкусно. Я не понимаю, зачем покупать плиту, духовку и все остальное. Достаточно, вот, пожалуйста, мультиварки, скороварки, аэрогриль, ну, может быть, на крайнях СВЧ. Оказывается, эта мультиварка вышла достаточно давно, поэтому у нее нет Wi-Fi, умного дома, всего такого. Сейчас смотрел приложение, не нашел. Очень вкусно. Скажу еще момент, солить не надо. Очень соленое все. Огурцы соленые, колбасы соленые. В моем случае ветчина, но она соленая. Очень вкусно. И яйцо. Очень вкусно. Очень солено, но очень вкусно. Надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии. Может быть, я что-то сделал не так. У вас эта мультиварка есть. Возможно, вы мне что-то посоветуете. Спасибо еще раз за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. И всего вам хорошего. Встретимся в другом ролике. Пока.